Дорогие друзья, я вас приветствую. Сегодняшнее видео будет посвящено вот этому прибору от компании FNIRSI. Это измеритель внутреннего сопротивления, и также он измеряет напряжение. Сейчас мы немножко пройдемся по его характеристикам. Видео постараюсь сделать покороче. Сделаем распаковочку, хотя я уже распаковывал его. Он мне пришел где-то недели 2 назад, в начале июля. Но никак руки не доходили просто сделать распаковку. По характеристикам в двух словах. Ток, напряжение измеряемое до 100 вольт. Сопротивление до 200 Ом. Емкость аккумулятора 1000 мАч. Можно регулировать настройки 1, 10, 100 вольт. Ну, выставлять ручные настройки. Можно поставить автоматически. Точно так же и с сопротивлением. 20 миллиом, 200, 2 Ома, 20 Ом и 200 Ом. Ну, здесь указана температура, рабочая температура, габариты, вес 225 грамм. Ну, это так вкратце. Более емкую информацию можно посмотреть и на сайте производителя, и в интернете. Не мог, скажем так, оставить эту новинку от компании FNIRSI без внимания. Хотя уже есть в YouTube видео по этому прибору. Хотел снять это коротенькое видео и сделать свои заключения. Поехали. Так как я уже его распаковал, здесь внутри есть инструкция. Мультиязычная. Прибор запакован, запаян вот такую был пленку. Здесь вот я варварским способом распаковал его. Вот такой прибор сам по себе. Очень качественно сделанный, красивый, аккуратный. В нем есть вот такая подставочка. Очень удобно. Сам прибор лежал в таком мягком ложементе. И на дне тоже в ложементе есть кабель Type-A, Type-C. И комплектные щупы Кельвина, они же крокодилы Кельвина. Так, сейчас мы подключим и сделаем тестовый замер. Пройдемся по меню. В общем, в двух словах сейчас пройдемся по самому прибору. Так, прибор, щупы. Щупы сделаны довольно-таки качественно. Провода толстые. Разъем имеет контргайку. Удобно тем, мне понравилось, что подключение щупов происходит сверху. Вставили, зажали гайку, щупы подключены. Теперь по самому прибору. Есть 5 кнопок управления. Вверх-вниз, вольт, сопротивление, вызов меню, подтверждение. Ну и, соответственно, центральная кнопка включения, подтверждения. Нажимаем, прибор запускается, включается. Вот такой у него цветной дисплей.
Желтеньким отображается вольтаж, синим отображается сопротивление. Обратите внимание, вверху установлены дата, время, и при включении эти показатели не меняются, то есть они дальше продолжают показывать. Скажем так, прибор, когда приходит от продавца, у него установлена прошивка 0.0. Здесь я уже установил следующую прошивку, которую также при отправке отправил продавец мне. Ее можно и скачать с сайта производителя. Я выложу эту ссылку в описании под видео с одной из последних прошивок. В первой прошивке, то есть с завода, данная установка по дате и времени при отключении прибора она сбрасывалась. Для того, чтобы зайти в меню, нажимаем вот эту кнопку, зажали, подержали, зашли в меню. Первый пункт меню Sorting Mode. Это для того, чтобы можно было делать отборку по аккумуляторам, отсортировать. Здесь можно переходить вот стрелочками влево-вправо. Можно переходить по показателям, которые, соответственно, можно менять. Вот потом ниже переходит вправо-влево на сопротивление. То есть здесь устанавливаются, задаются те показатели, которые нам надо для отсортировки. Дальше второй пункт меню. История замеров. Вот так выглядит примерно это. Каждый раз при выходе пункт меню возвращается на первую позицию. Третий пункт меню Voltage Calibration. Здесь можно калибровать. Точно так же калибровка по сопротивлению. Настройки по звуку. У меня установлено на 50%. Шестой пункт меню. Установка, время и дата. Седьмой пункт меню. Яркость. %. Ну, в ноль, если поставить, практически ничего не видно. Вы сами видите. Поэтому поставим %70, чтобы было видно. 80. Вверх, если вы хотите вот так вот вверх, не получится. Надо каждый раз перекладывать вниз. Язык либо китайский, либо английский. Auto Power Off. То есть можно выставить, либо вообще не будет включаться, либо 5 минут, 15, 30. У меня стоит 5 минут. Перед тем, как будет отключаться, он подает звуковой сигнал. Изначально в первой прошивке, в нулевой, этого не было. Он не подавал звук, он просто отключался. Ну и данные производителя. FNIRSI, модель HRM10, версия прошивки V03. V03. Изначально была версия 0.0. Ну, это то, что касаемо меню.
Чем еще хорошо в этом приборе? В том, что его не нужно обнулять, то есть изначально стоят нули, в отличие от предыдущего, скажем так, прибора, народного прибора, который в большинстве случаев есть у каждого, кто делает замеры по сопротивлению. Он называется модель YR1035+. У него щупы Кельвина вот такого типа. Двухконтактные, подпружиненные. Но есть и комплектация с вот такими вот крокодилы Кельвина. Данные приборы. Или можно отдельно докупить. Есть точно так же можно отдельно приобрести к этому прибору холдер, куда можно вставлять аккумулятор для того, чтобы быстрее можно было производить сортировку. Вот. Ну, а в основном тоже неплохой прибор, довольно-таки хорошо, точно показывает. Этот прибор, чтобы включить, нажать кнопочку. Здесь у меня версия 2. Сейчас я вам скажу, какая здесь версия. 2.2103. В установках в этом приборе стоит автосопротивление, то есть автоматически измеряет и автоматически напряжение измеряет. Вот. Большой минус этого прибора: в нем нет никакой подставки, чтобы можно было поставить его. И у него, соответственно, подключение происходит снизу, что очень плохо, когда нужно его куда-то поставить, посмотреть и сделать замеры. Также у него отключается автоматически. Ну, можно в настройках включить подсветку постоянно, но она отключается. Вот. Что в нем можно сделать? Можно обнулить его, предварительно замкнув контакты. Вот. И он обнуляет это все. И после этого можно делать замеры уже. Ну, к примеру, давайте сделаем замер аккумулятора 18650. Сделаем замер. Дотронулись, плотно прижимаем. Итого YR1035+ показывает 47,5 миллиом, 4,13 вольт. 0,47, 47,5 миллиом, 4,13. Ну и сейчас сделаем замер в Нирсе. В Нирсе, с одной стороны, удобные крокодильчики. Это если какие-то клеммы прижать, чтобы не держать, очень удобно. Но для замера вот такого типа аккумуляторов, то есть нужно как-то их развести, контакты между собой, и сделать замер, что не очень удобно. Вот у нас показывает 4,13 вольт, соответственно, как и предыдущий прибор. А по сопротивлению 46,71-72. Ну, в общем, 46,7 миллиом. Напомню, здесь 46 миллиом показала, здесь 47,3. То есть, ну, относительно небольшая погрешность присутствует. Кстати, какой более точно показывает из приборов, я не могу сказать. И я пытался найти ответ в интернете, так я пока и не нашел. То есть, скажем так, кому больше верить, какому прибору больше верить, кто из них более точно показывает, тяжело сказать, не могу. Вот. Ну, давайте другой какой-то возьмем аккумулятор, тоже для примера.
Так, делаем замеры YR 1035+. Специально взял убитые аккумуляторы, чтобы можно было посмотреть большой показатель по сопротивлению. 118,3, 118,4, 118,3 миллиома. 118,4. И теперь точно так же сделаем замер . По напряжению показывает одинаково, по сопротивлению в Нирсе показывает 116,2 миллиома. 116,2. Еще раз напомню по показаниям YR 1035+. Там на ФНИРСе было 116, здесь 117. То есть опять-таки, ну, небольшая погрешность присутствует. Это то, что касаемо замеров. Теперь сделаем замер по выходному сигналу. Сейчас подключим осциллограф и посмотрим, что нам показывает один и другой прибор. Так, подключили осциллограф. Сделаем замеры сначала в Нирсе. Ближе. Вот такой сигнал выдает в Нирсе HRM10. По настройке здесь я откалибровал, точнее отрегулировал так, чтобы сигнал можно было растянуть, но чтобы было видно примерно вот таким вот образом. Пик-то-пик отображает 1,96 вольт. Это чтобы проще было. То есть нижняя часть более сглажена, а верхняя какая-то модифицированная. Теперь давайте подключим к другому прибору YR 1035+. Вот такой вот сигнал показывает на 1035+. Тут более острые углы, скажем так, более прямые, точнее, более прямые углы. Пик-то-пик здесь 0,69 вольт. Вот такой вот сигнал. Слышите, пикает. Он сейчас выключится. Прозвучал сигнал, он выключился. Да. Так что вот такой вот сигнал мы имеем у прибора YR 1035+. Что еще я хотел добавить по поводу данного прибора? Ну, то, что опять-таки сделан очень качественно. Можно его даже вот куда-то повесить, зафиксировать на стенку, чтобы он где-то висел. Еще раз напомню, у него встроенный аккумулятор внутри на 1000 мА, если верить производителю. Зарядка осуществляется через кабель Type-C в этот разъем. И рядышком вот такая маленькая точечка отображается красненьким там заряд. То есть можно посмотреть, что процесс заряда идет.
Так что, дорогие друзья, ну, в двух словах подведу итог. Мне лично понравился именно этот прибор тем, что у него есть подставка, можно поставить. У него большой цветной дисплей, который постоянно светится. Это если использовать его в помещении. На солнце, конечно, проблемно с данным дисплеем. Надо ставить яркость на максимум, тогда будет более-менее что-то видно. А так, если использовать где-то в помещении, очень удобно и очень информативно. Все видно. Потом, чем еще он мне понравился? Тем, что у него подключение происходит с верхней точки. То есть можно положить, облокотить об что-то. То есть будет поставить на подставочку его поставить. То есть, по крайней мере, в этом плане хорошо. По поводу щупов. Щупы вроде сделаны, как говорится, хорошо, более качественно. Вот все в одном кабеле. Здесь тоже все в одном кабеле. Нету вот таких вот, как здесь, многопроводного подключения, которое все время путается. Поэтому в плане щупов все хорошо, но довольно-таки из-за этого и громоздкости они жесткие. И прибор из-за своего легкого веса при, скажем, каких-то измерений он ерзает, сунется. В общем, надо его как-то фиксировать и присматривать, чтобы он не упал в случае, если где-то с краю на столе стоит. Так что аккумулятор, да, само собой. Зарядка уже Type-C. Это тоже плюс большой. Аккумулятор внутри встроенный. Небольшое меню по настройкам есть. Есть удобный функционал. Вот я сейчас, видите, перекладываю. Это уже ручные настройки. Помимо авто есть ручная. 1 вольт, 10 вольт, 100 вольт. Вот. Нажали, подержали, вошли в меню. Вот, удобно тем, что есть вот такое отображение для быстрой сортировки аккумуляторов. Режимы задали, точнее параметры задали. Вот, и можно делать замеры. Если попадает в заданный режим, загорается зеленый светодиод здесь. Если выходит за пределы заданного режима, загорается красным. Так, это то, что по плюсам и минусам данного прибора. Что касаемо, если сравнить с этим, то по показаниям прибора, в принципе, они показывают одинаково. Какой из них точно, какой не точно, не могу сказать. Скажем так, нету эталона у меня, чтобы можно было утвердительно сказать, что этот врет на 1 миллион или наоборот этот врет. Не могу сказать. Вот. У этого недостатки в том, что подключение происходит в нижней точке, не поставить, не облокотить толком, оно съезжает постоянно, то есть нет удобства, подставки нету. Вот. Управление меню, здесь нету кнопки вверх-вниз, а нужно интуитивно каждый раз что-то вот выбирать. Видите, клацать вот этими кнопками вверх-вниз. Вот. Если постоянно не классить, забываешь, начинаешь на другие кнопки нажимать. Вот. Поэтому дальше, что еще из минусов? Тут тоже есть встроенный аккумулятор, но здесь еще стоит подключение мини-USB, микро-USB, прошу прощения, микро-USB. Вот. То есть давным-давно все уже перешло на Type-C, ну, а тем не менее. Здесь по характеристикам тоже от 0 вольт до 100 вольт, от 0 миллиом до 200 Ом. Единственное, что здесь стоит 500 миллиампер аккумулятор, а здесь, как заявляет производитель, 1000 миллиампер, то есть в 2 раза больше. То есть, ну, можно подольше работать автономно, в отличие от этого. Также здесь немножко мне не нравится тем, что отключается подсветка, и когда делаются замеры, видите, он сползает и не фиксируется, а сползает. Вот. То есть, когда делаются замеры, он через какое-то время только
включается автоматическая подсветка, чтобы можно было увидеть показания. Вот это по принципу, вот как вот сейчас вот я сделаю обнуление, вот видите, темный экран, и вот только сейчас вот включилась подсветка. То есть нужно подождать, пока включится подсветка. Да, напрягает и даже бесит в какой-то степени. Вот. Но сам прибор компактненький, удобный, никогда не подводил, нормально показывает, все нормально отображает, быстро, четко. Даже если делать повторные замеры, там несколько замеров подряд, результаты, скажем так, не меняются. То есть показывают правильно. Поэтому еще раз скажу, по отображению информации, точнее по производимым замерам, они показывают практически хорошо оба. И тот хорошо работает. То есть функцию свою они выполняют отлично. И тот, и тот. Есть небольшое расхождение. Как я делал замеры. Там 116, 117, там 46, 45 миллиом. То есть есть погрешность, да, в 1 миллиом. Еще раз повторюсь, я не знаю, какой из них врет, какой правду говорит. Ну, не знаю. Вот. Во всем остальном они работают идеально. За исключением тех факторов, которые я перечислил, плюсов и минусов этих двух приборов. Так что, дорогие друзья, вот такой вот я сделал, постарался покороче. Может быть, не такой информативный, как хотелось, обзор. В интернете уже появляются более емкие ролики про новый прибор от компании FNIRSI, модель HRM10. Так что я думаю, если кому более интересная и подробная информация перед тем, как приобретать данный прибор, да, пожалуйста, зайдите, посмотрите в YouTube. Вот. Это я сделал просто небольшой, коротенький, ознакомительный ролик для сравнения двух приборов. Но я же говорю, что мне этот больше симпатизирует не потому, что это новая модель, а потому, что я перечислил именно плюсы. И очень удобно. Единственное, неудобно для меня не всегда, точнее, когда-то удобно пользоваться вот такими крокодилами Кельвина, чтобы можно было контакт прижал, отпустил и делаешь замер. Вот. А иногда бывает такое, что вот как вот с аккумуляторами 18650 очень тяжело и раздвинуть губки между собой и прижать к аккумулятору. Это тяжело. Надеюсь, что компания FNIRSI предусмотрит это на перспективу и сделает какие-то еще холдеры к нему дополнительно, как аксессуар в продажу. Вот. Ну, что-то еще, может быть, и другие какие-то еще клещи, может быть, или щупы Кельвина сделает другие. Вот. По подключению эти приборы то есть они не подойдут, то есть они не взаимозаменяемые. У них очень 4, да, контакта, но они отличаются по размеру. То есть форм-фактор отличается друг от друга. То есть не подключишь эти туда, к сожалению. Но, тем не менее. Так что, дорогие друзья, на этом все. Может, кому-то это было полезным. Прибор, в принципе, если выбирать, если у вас есть такой прибор и вы им пользуетесь, не вопрос, можно и дальше им пользоваться. Хороший прибор. Я его называю Яурея. Ну, в общем, модель YR1035+. Если у кого-то нету такого прибора или такого, и кто-то хочет для себя сделать выбор в плане приобретения данного прибора, то, конечно, я могу рекомендовать уже приобретению данный прибор. Тем более, что на сайте AliExpress на сегодняшний день цена между этими двумя приборами, ну, есть, но незначительная, скажем так. Посмотрите на AliExpress, вы все увидите. Все зависит от того, почем продают какие продавцы. Так что еще раз, дорогие друзья, если я кому-то помог, это хорошо. Всем удачи, мирного неба. Всем пока.